Здравствуйте, тельцы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад на следующую неделю. Неделя с 19 января по 25 января. Давайте посмотрим, что же вас ожидает, какие вам сегодня карты выпадут, что интересного произойдет в вашей жизни и на что вам нужно бы было обратить свое внимание. Итак, тельцы, я напоминаю, что вы можете, между прочим, подписаться на мой YouTube канал, если вы еще этого не сделали. Можете также оставить свои комментарии, свои лайки. Я буду признательна за такую обратную связь с вашей стороны, поэтому пишите, не стесняйтесь. Итак, тельцы, рассматриваем мы каждый день недели отдельно, доставая по одной карте сначала из основной колоды, а затем из дополнительной колоды, и мы смотрим на те сочетания карт, которые, соответственно, у вас выпадают. Пытаемся разобраться, почему они выпали именно в таком сочетании, соответственно, что это может для вас означать. Итак, тельцы, давайте посмотрим неделю с 19 по 25 января. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. Итак, у нас есть королева жезлов, у нас есть здесь огненная стихия, возможно, общение с огненным знаком, хотя есть и воздушные знаки, их, между прочим, много. То есть может быть общение с огненным, воздушным знаком для вас актуальным, важным. То есть это львы, овны, стрельцы, может быть, весы, близнецы или водолеи. Первая королева жезлов. Не исключено, что это карта, которая показывает здесь вас, даже несмотря ни на то, что вы не огненный знак зодиака, но вы здесь можете проявлять себя как человек гордый, такой честолюбивый, настроенный на успех, возможно, строгий к себе и строг, возможно, вы строги к окружающим, да, соответственно, с которыми вы работаете, к примеру. То есть здесь такая бизнес-вумен, бизнес-леди, которая выполняет какие-то свои рабочие задачи для того, чтобы достичь успеха, процветания в том деле, которым она занимается. И да, возможно, это вы, может быть, вы общаетесь здесь с таким человеком, но здесь, скорее всего, вот какая-то работа может для вас важное значение иметь. Итак, королева жезлов, давайте посмотрим, что же здесь она для вас означает, почему она выпала у тельцов в понедельник. И здесь же карта шестерка пентаклей. Вы можете здесь общаться со своими близкими, своей семьей, родственниками, потому что шестерка пентаклей — это все, что касается дома, семьи, вот всего, что для вас важно, как семейный очаг. Шестерка пентаклей также о том, что вы можете здесь общаться с кем-то из ваших, там, не знаю, знакомых из прошлого. Может быть, это человек такой, да, по королеве жезлов, который к вам обращается, пишет или звонит, каким-то образом напоминает о себе, огненного знака зодиака. И также здесь шестерка пентаклей, которая сама по себе говорит о ощущении спокойствия, да, покоя, спокойствия, умиротворения. Вместе с королевой жезлов вы спокойны, что у вас успешно здесь события развиваются. Возможно, поэтому и шестерка кубков, то есть ощущение умиротворения. Также здесь может быть шестеркой, простите, я говорю кубков, шестеркой пентаклей. Здесь может быть какая-то помощь, взаимопомощь. Кстати, видите, я немножечко перепутала ее с кубками. Это же не кубки, это пентакли. Здесь может быть помощь, которую вы получаете. Вы можете что-то кому-то помочь сделать, может быть, дать какой-то хороший совет, или, может быть, что-то, не знаю, подарить, или вам кто-то здесь помогает материально, или что-то дарит, отдает. То есть здесь какой-то взаимный обмен может быть вот энергией. Дальше идет король мечей, и это воздушный знак. Да, может быть общение с воздушным знаком, вроде весов, близнецов или водолеев, но также и вы можете здесь очень много размышлять и думать, особенно строить какие-то планы строить касаемо денег, возможно, зарабатывания денег, возможно, здесь каких-то вложений, инвестиций, которые вы можете сделать. Опять-таки, по королю мечей старайтесь очень ответственно к таким вопросам относиться и очень разумно, да, подходите к любым вопросам трат, расходов, возможно. И здесь вас могут хвалить за то, что вы очень ответственно подходите к своей работе, допустим, за то, что вы очень
хорошо контролируете, да, то, что у вас на рабочем месте происходит, к примеру. И это приводит вас к процветанию, тоже какой-то независимости и к уверенности в себе, в своих силах, может быть, в своем статусе, в том месте, собственно, где вы занимаете, да, где вы работаете. Дальше идет десятка пентаклей. Карта стабильности материальной и финансовой. Какие-то могут иметь здесь место вопросы, касающиеся семьи или касающиеся вашего дома, может быть, того дома, где вы живете, или каких-то расходов, касающихся вашей семьи. Вместе с восьмеркой кубков здесь может быть, знаете, ситуация, где вы можете быть разочарованы тем, что приходится решать какую-то ситуацию, связанную с бюджетом семейным, или что здесь, может быть, нет какого-то чувства уверенности в стабильности в вашем доме или в положении стабильном в вашем доме. Может быть, вам здесь, вот знаете, как будто бы вы разочарованы, что кто-то неразумно или не мудро, неправильно поступил, кто-то из ваших близких, или вас расстраивает чья-то честность, прямолинейность кого-то из ваших родственников, к примеру. Да, то есть, может быть, здесь как уход, да, уйти, кто-то уходит, может быть, кто-то обижается, хлопает дверью и уходит. Может быть, здесь какой-то как отъезд кого-то из родственников, там, да, уезжает, допустим, куда-то, или в какую-то командировку вы можете уезжать сами. То есть что-то такое может здесь происходить. Дальше паж мечей, карта человека, который что-то узнает. Вы можете узнать определенную информацию благодаря своему любопытству, интересу. Вы здесь чем-то явно интересуетесь, и с тройкой жезлов рассматриваете какие-то далекие перспективы, далекие возможности, которые вы можете получить или достичь их по тройке жезлов. То есть вы ставите перед собой какую-то великую цель, идете к этой вершине, и по пажу мечей думаете, какие еще шансы могут вас привести к этой вашей цели. То есть у вас здесь много возможностей на самом деле есть для того, чтобы приблизить себя к вашей цели. Может быть, для того, чтобы получить какую-то поддержку со стороны других людей. Также вы можете здесь по пажу мечей активно интересоваться тем, что происходит там в жизни другого человека, как будто бы проявлять такой интерес, любопытство, чтобы узнать, как там, да, что там происходит. Карта тройка жезлов тут же снова выпадает, да, и вот он здесь пытается, несмотря на то, что маяк не работает, он держит эти факелы у себя в руках для того, чтобы привлечь внимание, допустим, там тех моряков, что в море, к тому, что здесь берег, что здесь есть маяк. То есть, несмотря на имеющуюся какую-то проблему или какую-то поломку чего-то, или вот что-то не получилось, не ладится, вы ищете все возможные способы, чтобы, тем не менее, получить желаемое, чтобы все равно добиться своей цели поставленной. И вы рассматриваете возможности, рассматриваете варианты, как это можно сделать, как можно все равно в этой ситуации выйти победителем, как можно все равно прийти к той вершине, которую вы себе поставили и наметили, и по девятке кубков быть счастливыми, получить желаемое или быть успешными в этом вопросе. Карта двойка мечей здесь о том, что вы можете сдерживать свои чувства или эмоции, пытаться не проявлять себя в полной мере в субботу, возможно, в отношении кого-то из ваших близких или друзей, то есть, в целом, кто-то, кому вы неравнодушны, кого вы любите, допустим. Может быть, вы считаете, что лучше не сделать какой-то лишний шаг или лишнее действие, или не сказать что-то лишнее. Возможно, по этой карте вы должны будете здесь быть более стойкими в каких-то вопросах или постараться сделать вид, что вы чего-то не замечаете, или наоборот не углублять какую-то проблему, постараться таким образом себя защитить от какой-то проблемы, для того, чтобы по двойке мечей не торопить события и не не попасть в какую-то неприятную историю, да, если вы будете лезть куда не нужно. То есть вы сдерживаете здесь себя от ненужных действий или ограждаете себя от таких ненужных действий. И здесь же рыцарь мечей, то есть здесь что-то такое острое, может быть, колкое, ограждать себя от конфликтов, ограждать себя от какого-то гнева или самим постараться сдержать свои эмоции, чтобы не сказать чего-то лишнего, чтобы не поссориться, чтобы не нарваться на какой-то конфликт. Вовлечен, может быть, в эту ситуацию опять-таки воздушный знак, здесь все-таки рыцарь мечей, то есть может быть весы, близнецы или водолей. И дальше десятка жезлов, здесь
как будто он не может договориться, да, с этой девочкой через дверь стеклянную, как будто бы все прозрачно и понятно, и все ясно, но вы при этом не можете договориться с человеком, он вас не слышит или не понимает, это может быть ваш ребенок, который вас не хочет слышать, или вы, допустим, просто не сходитесь в точке зрения с каким-то человеком. Также здесь может быть скрытность со стороны другого человека, когда вот кто-то нечестно вам говорит обо всем, не высказывает все, что думает, к примеру. Вы можете чувствовать определенную тяжесть и груз от того, что здесь нет достаточно хорошего общения полного, полноценного. Так, и также по десятке жезлов вы можете здесь себя перегружать какой-то работой, задачами или делами, как тяжелым грузом, тяжелым бременем, которое на вас ложится. Давайте посмотрим дополнение для тельцов, почему в воскресенье выпадает такая карта, еще и 4 мечей здесь по этой карте. Ситуация, где вы, допустим, зная о какой-то скрытности или размолвке с кем-то, попытаетесь здесь сделать паузу, остановиться, возможно, начнете анализировать ситуацию, начнете проходить такое самокопание, самоанализ того, что происходит здесь непосредственно, да, то есть как будто бы действительно хотите сделать паузу, хотите остановиться, может быть, вам тяжело выполнять какую-то работу, может быть, она вас сильно утомляет, и вам хочется просто отдохнуть от этих дел, которые на вас наваливаются, от этого груза ненужного, который вы на себя взяли. Возможно, вам хочется здесь взять небольшую такую передышку, да? Небольшой такой отдых, потому что вы чувствуете, что вы как бы в застое таком находитесь, что вы просто устаете от этой работы постоянной. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для тельцов мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя и до скорого!